Я всех приветствую, меня зовут Матвей, и в этом видео хочу рассказать о нашей поездке с семьей на авто из Сибири, Иркутска, в Турцию, Аланию. О маршруте длиной 8000 километров. Возможно, наш опыт будет для кого-то полезен. Расскажу об особенностях маршрута, состоянии дорог, границе, к чему быть готовым, опасностях, потому как они возникали, дорога есть дорога. И в конце будут все цифры, расходы, итоговый бюджет поездки. На своем канале я уже рассказывал о том, как мы ранее летали в Турцию и приобретали недвижимость, ссылка к видео будет вверху. К поездке мы готовились тщательно, составили подробный маршрут, подготовили необходимые документы для выезда и пересечения границы, список вещей, исходя из вместимости авто, наметили конкретную дату и подстраивались под нее, иначе бы все сборы растянулись бесконечно. Сами сборы вещей заняли несколько дней. Весь маршрут разбили заранее по дням и расстояниям. В планах было проезжать каждый день примерно 1000 километров, тратить на дорогу не более 14-15 часов в сутки. Также заранее в Яндекс.Картах, исходя из пробегов и по отзывам, составил список с отелями для остановок. Итак, час X настал. Передаем дом, в котором жили, заботой в руки родителей и отбываем. 27 апреля. У нас тут еще снег вчера выпал. Вот загрузили машину, полный багажник. Ради интереса сейчас даже посмотрим. Наше время старта в Аланию. Такой у нас багаж. Детвора сидит. Прощаемся в пути с противоречивой архитектурой нашего города. В целом дорога проходит без особых приключений. Природа живописна, состояние дорог на четверку с минусом. В населенных пунктах много стационарных камер, но при этом в Иркутской области не замечены переносные камеры треноги. Чем отдаленнее дремучее место, тем меньше вероятность встретить стационарную камеру. Но в целом скоростной режим очень рваный. Федеральной дороги не хватает объездных, а также есть 4 ЖД переезда, на 2 из которых потеряли минут 40 времени. Добираемся до Красноярска. Приехали к брату. Такой вот вид у него открывается на Енисей. Брат, спасибо за радушный прием. Выехали из Красноярска. Отмечу, что в Красноярском крае и особенно в Кемеровской области применяется много переносных камер треног. Спустя 300 километров пути начал чувствовать какое-то биение у авто. Остановился, осмотрел все колеса, вроде все цело. Думаю, может балансировка нарушилась у одного из колес, может грыжа на наших чудо-дорогах образовалась. Решил в ближайшем крупном населенном пункте найти шиномонтаж, проверить балансировку. Снижаю скорость, еду не быстро. Ближайшим крупным городом оказывается Кемерово, через 150 километров. Въезжаем в него 5 часов. В городе пробки. Люди возвращаются с работы. Начинаем высматривать шиномонтажи. Так как на дворе было 28 апреля, шиномонтажи забиты желающими сменить зимнюю резину на лето. Видим везде очередь. Терять в очередях время нет желания совсем. Движемся дальше. Город большой, надеемся что-то найти. Проехав большую часть города по основным дорогам, в одном из мест навигатор выбрал маршрут через проулки в объезд пробок. На повороте в проулке видим распахнутый гаражный бокс с надписью «Шиномонтаж». И пацаны сидят, курят на скамейке. Резко заворачиваю к ним, узнаю, возьмутся ли проверить колесо, на которое уже пало подозрение по дороге. Парни свободны, загоняет автобокс, домкратят, начинает откручивать колесо. Изумлением видит, первая гайка выламывается с куском шпильки. Вторая гайка просто откручивается, словно не затянута. Оставшиеся 3 гайки из 5 на колесе затянуты среди. Делаем вывод, что незадолго перед поездкой, когда перебывал резину в шиномонтажке, работники нормально не затянули это колесо. На всякий случай делаем балансировку, начинаем ставить колесо, как еще одна гайка при затяжке со звуком «дзынь» обламывается. Видимо, ее повредило биение. Мастера советуют, что на 3 оставшихся гайках, крепящих колесо, на таком груженном авто по трассе двигаться опасно. Время почти 6. Парни советуют неподалеку район,
где много автомагазинов и СТО, и возможно там смогут решить проблему. Приезжаем. В первом СТО говорят, что все заняты. В другом, что через час закрываются, а работа подобная займет часа 3. Понимаю, что для начала нужно хотя бы купить запчасти, новые гайки и шпильки для колеса. Объегая в радиусе разные автомагазины, все просят наглядный образец. Так помочь не могут, либо продадут что-то не то. В 4-м магазине менеджер уверенно дает запчасти. Уже с запчастями бегаю по близлежащим СТО и по боксам. Время 6:30 вечера, большинство уже сворачивается. Открываю карту справочник 2GIS и начинаю обзванивать недалеко расположенные СТО, которые работают. На втором звонке берет телефон девушка. Вежливо и уверенно говорит: приезжайте. Через 10 минут уже у них на пороге. Большой автокомплекс. Дама меня улыбчиво просит подождать, пока мастера освободятся. Спрашиваю, какого времени они работают. Она говорит, до 8 вечера. Время почти 7. Нервничаю, что могут не успеть до закрытия. Объясняю менеджеру, что едем транзитом далеко и нужно сегодня все успеть. Она улыбается, все сделаем. Советует помыть авто, пока мастера освобождаются. В итоге передаю помытое авто мастерам, сердечно прошу успеть. Слесарь говорит, постараюсь. У него другого выбора тоже вроде нет. В ремзоне оставаться не разрешает, отправляет в комнату для клиентов. В неведении, как идет процесс. Через 50 минут улыбающаяся девушка говорит, ваше авто готово. Рассчитываюсь, благодарю, камень с души, но понимаю, что сильно отстаю от графика на 400 километров. А время уже 8 вечера. На адреналине, без единой усталости, выезжая из города. На выезде попадаем на буквально убитый ЖД переезд. Федеральная трасса железнодорожного переезда в таком состоянии. Вот трасса Кемерово-Новосибирск. Это федералка. Через всю Россию идет. Движемся в сторону Новосибирска. Через 150 километров дороги на хорошей скорости, обогнав фуру, в сумерках вижу, как быстро приближается пятно красных фонарей. Понимаю, что скорее всего машины стоят. Начинаю под горку резко оттормаживаться. Машина неохотно с горы останавливается. Впереди стоит вереница автомобилей. Судя по всему, ремонт дороги. Смотрю в зеркало заднего вида и с ужасом вижу, как быстро сзади приближаются светящиеся фары. Вспоминая, что буквально обогнал фуру и как сам с трудом остановился, понимая уже в последний момент, что фура это не успеет сделать. В это же время фура на тормозах проносится по встречке на несколько корпусов машин вперед. Чудом на встречке не было в этот момент машин. Дальнобой сообразил, а так бы, конечно, собрал бы ни одного меня. Все в салоне в этот момент спали. Проснулись, когда уже фура медленно сдавала рядом назад. Дальнобой встал за нами и включил аварийку. Отсюда совет автолюбителям. Если происходит остановка на дороге, включайте аварийку, помечайте себя, тем более в сумерках. Пробка из-за ремонта дороги была многокилометровая, простояли в ней, наверное, час. Это при том, что дорога была не сильно загружена машинами. Что же будет там летом? Сразу после проезда участка ремонта была АЗС и кафе, куда мы зашли поесть. Просили у работников кафе, что это за безобразная пробка рядом с ними. На что сотрудники спокойно махнули рукой. Дорожники с зимы 2 дня назад приехали и продолжают ремонт участка с прошлого года. Прошлым летом люди по 4 часа стояли, не редкость. Вам еще повезло. Отсюда российская действительность. Автопутешествия лучше проводить до летнего активного периода ремонта дорог и мостов. Гораздо меньше ждет пробок и простоев в пыли и жаре, а также меньше трафик отдыхающих автопутешественников, едущих на юг страны. Далее уже по хорошим дорогам вышли на 4-полосный автобан возле Новосибирска и доехали до намеченного отеля, где все завалились спать. День третий был бы не сильно примечательным, если бы не температура, которая в районе степей Омска и Кургана 29 апреля составляла за бортом плюс 27 градусов. Из-за жары и сухой травы в Омской области было много дыма и лесных пожаров. Грузовой трафик от Ишима до Челябинска значительно снижается, так как много фур уходит на север, на Тюмень. На этом участке снижается количество АЗС и придорожного сервиса. Из-за уменьшения количества фур и населенных пунктов выросла средняя скорость. День получился плодотворным на пробег.
проехали 1200 километров. В этот день проезжали Челябинск, Уральские горы, Уфу. Подъезжаем к Уральским горам. Всегда в детстве думал, что они какие-то большие, особые и высокие. Проехали Уральские горы, въехали на территорию Запада. Вот отправили нас в этом кафе вот в тот туалет. Вот. Заехали в Республику Татарстан, где, наверное, одни из самых лучших дорог. Но также в Татарстане есть участки с ремонтами дорог, где потеряли не по одному часу на простоях. В Республике Татарстан можете увидеть мини-нефтяные вышки. Переночевали под Самарой в этой гостинице. По трассе очень много всяких вариантов мотелей, гостиниц. Средний ценовой сегмент от 1500 до 2500 можно уложиться. Позавтракали и выехали в 7 утра с нашего ночлега. Утром дороги пустынные, количество фур уменьшилось до минимума, основная федералка на Москву осталась в стороне. Но были удивлены количеству расставленных переносных камер по трассе. Уже за час 15 тренога попадается нам. Дорога проходит через Тольятти и Жигулевск. Города зеленые, уютные, понравились. На подъезде к Сызрани навигатор показал маршрут по объездной дороге. Но мы посмотрели, что через город короче, воскресенье, пробок быть не должно, и город заодно увидим. Через 20 километров начали жалеть о нашем решении. Сызранские дыры. Вместо дороги. В общем, еле вырвались из сызранских дорог. Далее по объездной проехали Саратов и осталось недалеко до Волгограда. В Волгограде запланировали посетить Мамаев курган, самый большой комплекс, посвященный Великой Отечественной войне и защитникам Сталинграда. В город заехали уже под вечер и сразу направились к мемориалу, пока не стемнело. Если проезжаете Волгоград, очень рекомендую к посещению. Самое грандиозное у мемориала – это памятник «Родина-Мать зовет», который выше статуи Свободы в Нью-Йорке и выше памятника Христа в Рио-де-Жанейро. Когда там оказались, был уже закат, что придавало особую атмосферу и эмоции при обзоре этого места. Нагулявшись по мемориалу, уже был вечер. Поехали искать, где поужинать. Покушали в центре в Дудо Пицце, немного погуляли. Начали искать место для ночлега. Те гостиницы, которые себе пометил, все были заняты. Позвонил по посуточным квартирам, также все занято, а то, что свободно, цену загнули 6000 рублей за студию. Оказывается, на майские праздники съезжается много туристов, и город битком. Обзвон показал, что в самом городе ловить нечего. Начал обзванивать окраины города. Нашелся адекватный вариант гостиницы. Единственное, ехать до него пришлось 25 километров. Поселились, переночевали. Ехали поздно уже. 11 часов вечера в Волгограде, все гостиницы с битком. Вот. Успели только такой номер выхватить. Сейчас посмотрим, что у нас там внутри. Так, что у нас тут есть? 5 номер. Такой вот.
можно жить. Переночевали и на утро выдвинулись к набережной еще прогуляться. Волгоград нам понравился. После Волгограда в ближайшем поселке колоритно отобедали в кафе с интерьером из нулевых, пельменями из баранины и продолжили свой путь на Владикавказ. Дороги стали пустынные, а в Калмыкии после города Элисты дорога сильно испортилась. Едем по самым убитым дорогам Калмыкии. Из пройденных почти больше 5000 километров в Сибири самые плохие дороги — это Калмыкия. Участок плохой дороги очень продолжительный. Чтобы не угробить подвеску или не пробить колесо, скорость приходилось держать не выше 40-60 километров. Сильно утомляет такая дорога. Из интересного, после Моздока, уже в Ингушетии, по темноте вечером навигатор нас вывел на убитую старую дорогу, на которой мы уперлись в блокпост из больших бетонных блоков, где нас остановили сотрудники с автоматами. Вежливо уточнив, откуда и куда, произнеся «Вас сегодня что-то много на Владикавказ», отпустили с миром. Далее навигатор повел нас на перевал, где уже через 10 километров оказался второй блокпост. Сотрудник, также с автоматом, уточнил, откуда и куда. Посветив фонарем в салон, увидел спящих детей, молча и быстро достал из кармана горсть конфет и сунул их мне в руку. Улыбаясь, угостите детей, когда проснутся. Далее сотрудник вежливо попросил документы, сказал, что отойдет, зарегистрирует документы. Через несколько минут вернулся, вручил документы и пожелал хорошего пути. Поздно вечером добрались до Владикавказа. Намеченные отели оказались снова заняты. В других местах свободны были лишь люксы. Снова нашли вариант на окраине, стоимость была на грани бюджета, но номер был, конечно, отличный. Утром следующего дня, позавтракав в номере, поспешили в местную больницу для сдачи ПЦР-тестов для Грузии и Турции. За 20 минут до открытия очередь перед нами было 2 человека. Внутри здания карантин. Охранник запускал по 2-3 человек. Нас запустили семьей. В регистратуре оплатили тесты, быстро, вежливо все заполнили, нашли нужный кабинет и за 15 минут сдали анализы. Сотрудники в самом кабинете уточнили, что электронный вариант результатов будет готов уже после 12:30 дня, и они смогут скинуть его на WhatsApp. И если нужен распечатанный экземпляр с печатью, то после 2 часов дня нужно было подъехать и забрать его в регистратуре. Нас устраивал электронный вариант, а для надежности мы на всякий случай для связи взяли номер сотрудника в кабинете, где сдавали анализ. Далее по плану, перед выездом из страны хотел поменять масло в автомате в автомобиле. Заранее подыскал сервис, и мы выдвинулись туда. Парни все шустро сделали, респекты. Далее мы решили закупиться водой и провизией, ведь неизвестно, сколько можно простоять в очереди на границе. По комментариям в телеграм-группе Верхний Ларс, очереди в начале майских праздников возросли, и некоторые на прохождение границы тратили по 9-15 часов. Так как в Грузии и Турции топливо в 2 раза дороже, еще заехали на АЗС и залили полный бак. Также для выезда в Грузию нужна страховка на авто. Делал ее заранее на сайте. Можно сделать страховку и на самой границе. Итак, в 11:50 мы были на российской границе с Грузией. КПП называется Верхний Ларс. Весь трэш о прохождении границ, изменений на грузинской стороне, о прелестях дороги, деньгах, о работе карты «Мир за границей» смотрите в следующем выпуске. Если вам было интересно, просьба поставить палец вверх и подписаться на канал. Всех благ, всем пока!